Здравствуйте, уважаемые слушатели! Давайте разберемся, откуда пошло веление женщинам никуда не выходить из дома. Есть несколько хадисов, которые, по утверждению большинства богословов, являются доказательством того, что ислам не позволяет женщинам выходить за порог своего дома без надобности. А, как считают некоторые, она не может этого сделать вообще без разрешения опекуна либо мужа. Главным аргументом является, конечно же, аят 33, суры 33. «Оставайтесь в своих домах, не наряжайтесь так, как наряжались во времена первого невежества. Совершайте намаз, раздавайте закят и повинуйтесь Аллаху и Его посланнику». На первый взгляд все однозначно. Большинство толкователей уверены, что это веление относится ко всем женщинам. Мы еще вернемся к этому аяту. Давайте прочитаем хадисы. Сообщается, что Ибн Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: посланник Аллаха сказал: не запрещайте своим женщинам ходить в мечети, однако их дома лучше для них. Хадис приводит в качестве довода в пользу запретности не выходить женщина из дома. В мечеть можно, но даже такое обязательное повеление лучше всего женщине совершать дома. Так говорят ученые. И даже в собственном доме женщину ограничивает другим хадисом. Передают со слов Ибн Масуда, что посланник Аллаха сказал: намаз женщины в гостиной лучше ее намаза в прихожей, а ее намаз во внутренней комнате лучше ее намаза в гостиной. Это преподносится так, что пусть лучше женщина находится от глаз подальше, чем, не дай Бог, будет вероятность ее увидеть какому-либо гостю, случайно зашедшему в их дом. Но даже близким родственникам желательно, как говорят ученые, лучше находиться отдельно от женщин. В комментарии под первым хадисом говорится: а причина же, по которой женщинам лучше совершать молитву дома, заключается в том, что так обеспечивается безопасность от искушения и соблазна. Особенно это актуально сейчас, когда женщины стали принаряжаться и выставлять на показ свои красоты и украшения, которые должны быть скрыты. Но что интересно, в версии хадису от Ибн Маджа нет слов «их дома лучше для них». Есть также версии этого хадиса от Ахмада и Абу Дауда. Не запрещайте рабыням Аллаха приходить в мечеть, и пусть они выходят, не умощаясь благовониями. Три разных версии одного хадиса, но каждый передает его по-своему. Что интересно, ученые не сомневаются ни в одном из этих вариантов. Ни в версии про то, что дома их лучше, ни в версии про то, чтобы женщины не умощались благовониями. Человек может ошибиться, неверно понять, неверно услышать или что-то преувеличить. Или хадис может быть искажен, либо вообще выдуман. Однако ученые убеждают нас, что передатчики хадисов никак не могут ошибиться или соврать. Как говорится в комментарии, это делается для безопасности женщины от искушения и соблазна. Если женщина истинно верует в Аллаха, она будет держаться в стороне от искушения. Но богословы понимают под искушением даже банальное общение с посторонним мужчиной, если даже женщина будет полностью прикрыта мешковидной одеждой, типа паранджи, и даже если они просто перебросятся парой безобидных фраз. При условии, если этот хадис не выдуман либо не искажен, то мы не знаем точно, по какой причине и при каких обстоятельствах были сказаны эти слова. Если вспомним историю, в то время шло гонение на мусульман, которое переросло в вооруженную борьбу. Поэтому женщинам было опасно выходить на улицу. К тому же до ислама женщины часто подвергались похищениям. Подтверждение этому можно найти в словах пророка, сказанные им в Мекке, в то время, когда мусульмане подвергались гонениям. «Я продолжу бороться за это дело, пока женщина не сможет свободно странствовать сама, не боясь посягательств на свою честь». К сожалению, найти ссылку на оригинал этого хадиса мне не удалось, так что ручаться за его достоверность не могу. Его упоминают лишь на нескольких исламских сайтах, без указания на цепочку передатчиков и сборник хадисов. Монополисты от религии превратили слова пророка в женоненавистничество, утверждая, что женщина должна сидеть дома и не высовываться оттуда без крайней на то необходимости на улицу. На деле же это могло относиться к напряженным временам, когда путешествие для женщины могло обернуться опасностью, как для ее чести, так и для жизни и свободы. Теперь касательно второго хадиса. Намаз женщины в гостиной лучше ее намаза в прихожей, а ее намаз во внутренней комнате лучше ее намаза в гостиной. Читаем хадис в версии Ахмада, Ибн Хузейма, Ибн Хиббана и других. «О посланник Аллаха, я люблю совершать молитву вместе с тобой.
На что он, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Я знаю, что ты любишь совершать молитву вместе со мной. Однако совершение молитвы во внутренней части твоего дома лучше для тебя, чем совершение молитвы в твоей прихожей. А совершение молитвы в твоей прихожей лучше для тебя, чем совершение молитвы во дворе твоего дома. А совершение молитвы во дворе твоего дома лучше для тебя, чем совершение молитвы в мечети твоего племени. А совершение молитвы в мечети твоего племени лучше для тебя, чем совершение молитвы в моей мечети». Как видно, в хадисе нет веления женщине сидеть дома. Пророк лишь рекомендует совершать молитву в малолюдном месте. Это именно рекомендация, а не веление. Это могло относиться к обычаям тех времен и к вере не имело никакого отношения. Есть еще такой хадис от Бухари и Муслима. Непозволительно женщине, верующей в Аллаха и в последний день, отправляться в поездку, которая займет день и ночь, без сопровождения близкого родственника. Хадис преподносится как запрет женщине путешествовать одной более суток. Но опять же, это относится к напряженным временам, когда для женщины была опасность находиться на улице. А слова «верующие в Аллаха и в последний день» могло означать, что поскольку мусульмане в начале пророческой миссии посланника подвергались гонениям, женщина-мусульманка подвергалась опасности еще больше. Меня смутило в этом хадисе другое. Получается, женщина все же может выходить из дома без сопровождения близкого родственника. Есть еще один хадис от Муслима. Не позволяйте женщине отправляться в путь, который превышает 3 дня, если ее не сопровождает муж или махрам, близкий родственник. Так на сколько дней женщине все-таки разрешено отправляться в путь? Сутки или 3 дня? Подобных хадисов о путешествии женщине одной, противоречащих друг другу, много. В других хадисах упоминается 2 дня, а в других вообще не упоминается количество дней. А говорит это о том, что слова эти могли быть сказаны пророком по конкретному случаю, не имеющего отношения к вере. Следующий хадис. Поистине, женщина – это аурат, и когда она выходит, то шайтан приукрашивает ее. И ближе всего она к Аллаху в глубине своего дома. Аурат в исламском праве понимается как части тела, которые мусульманин обязан прикрывать перед другими людьми. Ученые толкуют это так, что женщина должна закрываться полностью. Но взглянем сначала в словаре Баранова. Аурат – слабость, недостаток, слабое незащищенное место, половые органы. Аурат в данном случае означает слабый пол. Далее меня смутили слова «шайтан приукрашивает ее». Может быть, передатчик неверно передал смысл? Читаем другой вариант этого хадиса от Табарани, более длинный и содержательный. Поистине, женщины являются ауратом. Как только женщина выходит из своего дома, и при этом нет в ней ничего плохого, как тут же шайтан начинает на нее заглядываться и искушать ее, и говорит: «Поистине, не успеешь ты пройти перед кем-либо, как понравишься ему». Как только женщина облачается в свое одеяние, ее спрашивают: «Куда ты хочешь пойти?» Она отвечает: «Навестить больного, присутствовать на похоронах, либо помолиться в мечети». Но не поклонялась женщина своему Господу так, как она поклоняется ему в своем доме. Смысл сразу меняется. Шайтан женщину не приукрашивает. Он лишь наущает ей плохие мысли. Слова пророка о том, что женщине лучше молиться дома, как мы уже поняли, является рекомендацией, но не обязанностью. С самого начала нам говорят, что женщины по своей сути слабы, поэтому она может стать жертвой нападок со стороны мужчин. Это было особенно актуально в то время, когда права женщин ущемлялись. Для справки, шайтан – это не только злой дух, но и грешный человек. В отличие от предыдущего хадиса, эти слова принадлежат не пророку, а Абдулле ибн Масуду. На этом, пожалуй, остановимся. Это самые часто цитируемые хадисы, приводимые в качестве аргумента в пользу запрета женщине выходить из дома. Иногда приводятся и другие хадисы, но, как правило, речь в них идет совершенно о другом, и к повелению удерживать женщин дома они не относятся. А теперь перейдем к Корану. Главным аргументом сторонников женского затворничества является уже приводимый мной аят. «Оставайтесь в своих домах, не наряжайтесь так, как наряжались во времена первого невежества. Совершайте намаз, раздавайте закят и повинуйтесь Аллаху и Его посланнику». В отрыве от контекста читается так, словно действительно говорится о велении всем женщинам сидеть дома. Но картина становится полной, когда мы прочитаем предыдущий аят из той же суры. «О жены пророка, вы не таковы, как любая другая женщина.
Если вы богобоязненны, то не проявляйте нежности в речах, дабы не возжелал вас тот, чье сердце поражено недугом, а говорите достойным образом. Речь в этих аятах, как видно, идет о женах пророка. Они не обращены ко всем представителям прекрасного пола. Но ученые почему-то с уверенностью вам скажут, что эти слова относятся ко всем женщинам, а женщинами пророка именуются все мусульманки. Непонятно, правда, откуда они это взяли. Да, написано, что жены пророка, но на самом деле не жены пророка. Да, это белый цвет, но на самом деле он черный. Именно так я понимаю их объяснение. В Коране их словам вы не найдете подтверждения. Если бы это было так, Аллах упомянул бы об этом в Священном Писании. Ведь он же говорит, что жены пророка, настоящие, являются матерями верующих. Почему же Всевышний не упомянул о том, что жены пророка – это любая мусульманка? И почему же тогда в аяте 32-33 суры сказано, что жены пророка не таковы, как любая другая женщина? Должно быть понятно, что статус жен пророка отличается от всех остальных женщин, так как Аллах их нарек матерями правоверных, и после смерти никто не имел права жениться на них, поэтому они и отличались от всех остальных. Но эти же самые толкователи нам говорят, что в аятах с 30 по 31-33 суры, где также упоминаются жены пророка, речь уже идет не о всех мусульманках, а именно о женах пророка. С чего они так решили, загадка. Читаем. «О жены пророка! Если кто из вас совершит явную мерзость, то ее мучения будут удвоены. Это для Аллаха легко. А ту из вас, которая будет покорна Аллаху и его посланнику и будет поступать праведно, мы одарим двойным вознаграждением, и мы приготовили для нее щедрый удел». Обратите внимание, эти аяты идут один за другим, без разрыва, без перехода на другую тему. В них жены пророка могут получить двойное наказание за мерзость, в отличие от обычных верующих мусульманок. Логично, что в последующих аятах с 32 по 33, в которых якобы речь идет о всех мусульманках, говорится, что жены пророка отличаются от других женщин. Здесь нет ничего запутанного и непонятного, все достаточно ясно. Просто тафсиры обводят нас вокруг пальца, чтобы внушить нам, что Аллах говорит женщинам сидеть дома. И это одна из самых нелогичных ересей, придуманных религиозными монополистами. А теперь прочитаем аят 23 по 25, суры 28. Когда он, Муса, прибыл к колодцу в Мадьяне, то обнаружил возле него людей, которые поили скотину. Неподалеку от них он видел двух женщин, которые отгоняли свое стадо. Он сказал: «Что с вами?» Они сказали: «Мы не поим скотину, пока пастухи не уведут свои стада. Наш отец очень стар». Он напоил для них скотину, а затем вернулся в тень и сказал: «Господи, воистину я нуждаюсь в любом благе, которое ты не спошлешь мне». Одна из двух женщин подошла к нему застенчиво и сказала: «Мой отец зовет тебя, чтобы вознаградить тебя за то, что ты напоил для нас скотину». Когда он пришел к отцу и поведал ему рассказ, он сказал: «Не бойся, ты спасся от несправедливых людей». Далее идет разговор между отцом двух девушек и пророком Мусой. Отец предлагает Мусе жениться на одной из своих дочерей, и тогда тот дает согласие. Что мы видим в данном аяте? Пророк Муса общается с посторонними женщинами, которые находились на улице без сопровождения их близких родственников. Впоследствии он женился на одной из них. Нигде в суре не говорится о греховности или нежелательности такого поступка ни со стороны пророка Мусы, ни со стороны двух женщин. В Сунне и в жизнеописании посланника можно найти много эпизодов, когда сподвижницы пророка свободно выходили по своим делам в город, и Мухаммад не делал им в этом никаких ограничений. И даже его жены передвигались по земле без всяких препятствий. Вспомним хотя бы об участии Аиши в сражениях при Ухуде и Бадре. Она помогала раненым, никто ее не заставлял это делать, она была уже достаточно взрослой в то время. Вопреки принятому мнению, ей было тогда более 18 лет. Подробнее об этом смотрите видеоролик «Пророк Мухаммад не женился на малолетней Аише». Она также повела многочисленную армию сподвижников пророка в Басру, чтобы отомстить за убийство Усмана. Это говорит о том, что в аяте 33 суры 33 нет какого-то запрета выходить из дома даже женам пророка. Слово «карна», переведенное здесь как «оставайтесь», имеет следующее значение: связывать, соединять, сочетать. Чтобы лучше понять слово в контексте, прочитаем толкование аята Кутба.
Эта заповедь не значит, что они постоянно должны сидеть по домам, никуда из них не выходя. Наоборот, это деликатное напутствие превратить свои дома в прибежище в своей жизни. Это должно было стать их постоянным местом, а все остальное должно было быть приходящим исключением, служащим для удовлетворения потребностей. Дом должен был стать местом, где женщина сможет показать свою действительную функцию, как это и ожидается от нее Аллахом. Женщины во времена посланника Аллаха беспрепятственно посещали мечеть для совершения молитвы. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео в соцсетях. До новых встреч!